Конфронтация между Израилем и Турцией. Эрдоган в курдской ловушке. Турция никогда не пойдет на компромиссы в вопросах территориальной целостности Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Стабильность Сирии означает стабильность всего региона, который страдает от нестабильности в Сирии на протяжении последних 13 лет, подчеркнул Эрдоган. Как и Турция, Ливан без колебаний принял наших сирийских братьев-беженцев. Общая цель и Турции, и Ливана – возродить Сирию. Важно для нас и создание там постоянной администрации, охватывающей все слои общества. Сохранение территориальной целостности и унитарной структуры Сирии – это еще один вопрос, в котором наша страна никогда не пойдет на компромисс. Сразу возникает вопрос о том, кто именно предлагает Эрдогану так называемые компромиссные решения по проблеме территориальной целостности Сирии. Похоже, что Эрдоган начинает осознавать, что в Сирии он оказывается в курдской ловушке. С одной стороны, Анкара заявляет, что не намерена проводить военную операцию против курдских сил народной самообороны, но только в случае, если новые власти Сирии установят полный контроль над территорией страны, включая районы проживания курдов. С другой, она открыто поддерживает контакты с новой властью, возглавляемой Хаят Тахрир аш-Шам, фактически контролируя его действия. То есть получается, что она ведет диалог сама с собой. При этом Анкара принимает в расчет риск превращения Сирии в расколотое государство вроде Ливии, где действует около 40 различных вооруженных группировок. В Турции также хорошо помнят пример Египта, где правительство Мурси было свергнуто в результате госпереворота. Поэтому политика Турции в Сирии вызывает настороженность в арабских странах. Эрдоган принял участие в саммите в Каире, где обсудил с президентом Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси вопросы создания нового сирийского правительства. Отметим, что он также провел беседу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которой с большой долей вероятности обсуждался сирийский вопрос. Это разрабатываемый Анкарой сирийский проект. Турция еще только намечает создание повестки нового правительства Сирии. И главная проблема тут в становлении Хаят Тахрир аш-Шам в качестве главного копья сирийской революции. И только после того, как в Сирии будет сформировано стабильное правительство, Хаят Тахрир аш-Шам и другие оппозиционные группировки должны быть распущены, что маловероятно. Со своей стороны Ахмед аль-Шара заявил, что они стремятся договориться с курдами и предложить им присоединиться к его вооруженным силам, как и остальные группировки, находящиеся под управлением Министерства обороны. Это тоже нереально. Комментируя такие предложения, директор Курдского центра исследований Наваф Халил отмечает, что требования курдов ясно до и после падения режима Асада, чтобы Сирия была демократическим, децентрализованным государством. Он предлагает представителям регионов Северной и Восточной Сирии и остальным группам встретиться в Дамаске, чтобы выработать видение формы будущего страны и начать подготовку нового общественного договора, но без участия Турции. Но Анкара вряд ли примет такой проект, который могут поддержать многие внешние западные игроки, в том числе и арабские страны, но который подорвет завоеванные в Сирии политические позиции Турции. Не случайно она демонстрирует заинтересованность во включении в этот процесс России и Ирана, чтобы обеспечить контр-игру на курдском направлении. Но есть еще и проблема захватом Израилем Голландских высот и его озабоченность по поводу формирующейся новой власти в Сирии, о которой пока неизвестно. Возьмет ли она на себя обязательство поддерживать свершившийся факт на Голландских высотах или признание особого статуса курдов? Поэтому основная проблема в этом отношении заключается в характере сторон, которые будут вести переговоры о будущем Сирии. Представляется, что впереди будет немало сложностей с Эрдоганом, главным спонсором сирийской оппозиции и сирийских потрясений. Пока же ситуация развивается в силовом направлении, особенно с учетом присутствия множества вооруженных группировок, полный контроль над которыми может быть реально недоступен. На этом фоне Эрдоган сделал воинственное заявление Тель-Авиву. Израиль будет разорван на части, столкнувшись с настоящей армией. Мы надеемся, что эти люди образумятся как можно скорее. По словам президента Турции, дорога, по которой упорно и настойчиво идет израильское правительство,
Это путь в никуда. Этому должен быть положен конец, сказал президент. Лично, по моему субъективному мнению, как только Эрдоган начнет войну против Израиля, это станет концом Турции. Израильский спецназ войдет в Анкару, а Эрдогана постигнет участь Усамы бен Ладена. Отметим, что в итоге Израиль решил большую задачу, взяв под контроль Голландские высоты. Пока израильское правительство одобрило план по расширению поселений на Голландских высотах, военно-политическое руководство страны проявляет интерес и в сотрудничестве с курдами. Однако турецкая сторона заявила о готовности применить средства противовоздушной обороны, сбивая израильские самолеты. Турция начнет военную операцию в Манбидже, причем турецкая армия задействована в ограниченном количестве. Они будут использовать прокси-силы. Отметим, что иранская ось сопротивления рухнула. Влияние Ирана в регионе резко упало. Самое важное здесь то, что Трамп, похоже, одновременно поддерживает и Эрдогана, и Нетаньяху, которые в последние дни делают ряд воинственных заявлений друг против друга. В частности, он недавно заявил следующее. За свержением режима Асада стоит Турция. Турция – это крупная мощь. У Эрдогана серьезная военная сила, и он не измотан войной. Он построил очень сильную, мощную армию. С ним я всегда неплохо ладил. За революцией в Сирии стоит Турция. Эрдоган очень умный и жесткий. Они хотели этого тысячи лет, и он это получил. И те люди, которые пришли, контролируются Турцией, и это нормально. Турция совершила недружественный захват без потери большого количества жизней. Но я хочу сказать, судя по тому, что Асад делал с детьми, он был жутким мясником. В свою очередь, сенатор США Крис Ван Холлен сделал важное заявление, связанное с Сирией и Турцией. После падения режима Асада, поддерживаемые Турцией силы усилили атаки на наших партнеров из числа сирийских курдов, в очередной раз поставив под угрозу жизненно важную миссию по предотвращению возрождения ИГИЛ. Более того, временное прекращение огня между поддерживаемой Турцией сирийской национальной армией и СДС, вступившее в силу на прошлой неделе, теперь истекло, и Турция отказалась продлить прекращение огня, включая предложение о демилитаризованной зоне вдоль границы. Эти события подрывают региональную безопасность, и Соединенные Штаты не могут сидеть сложа руки. Вчера мы говорили с генералом СДС Мазлумом Абди и еще раз подтвердили нашу поддержку нашим партнерам из сирийских курдов. Турция должна согласиться на прекращение огня и создание демилитаризованной зоны, или мы введем двухпартийный закон о санкциях. МИД Франции тоже сделал заявление. После разговора президента республики с господином Реджепом Таyyипом Эрдоганом в тот же день, 18 декабря, министр Европы и иностранных дел Жан-Ноэль Барро поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию в Сирии, подчеркнув важность поддержки инклюзивного перехода, уважающего все слои сирийского общества. Они обсудили интересы безопасности Франции и Турции в Сирии и необходимость способствовать стабилизации на северо-востоке страны, чтобы предотвратить любое возрождение ИГИЛ. На мой взгляд, ситуация на Ближнем Востоке чрезвычайно запутанная, но очевидно одно – нас ожидают тектонические сдвиги в этом регионе. Их самые сильные афтершоки почувствуют на себе Иран, Азербайджан и Армения. Грузия также будет затронута, но позже. Пашиняну и Алиеву стоит как можно скорее подписать реальный мирный договор, который удовлетворит народы обеих стран. Иначе может быть слишком поздно, и геополитические гиганты начнут использовать армяно-азербайджанский конфликт в своих интересах. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Армяно-азербайджанская война, по сравнению с тем, что может произойти в нашем регионе в ближайшем будущем, выглядит как небольшая битва. США в противостоянии с Ираном и пророссийским Азербайджаном уже делают ставку на Армению и предоставляют ей необходимую помощь. Что касается Израиля, он, конечно, поставляет оружие Азербайджану, но их нельзя назвать союзниками в полном смысле слова. В вопросе Армении и Азербайджана Нетаньяху, скорее всего, будет прислушиваться к Трампу, а по Ирану Трамп – к Нетаньяху. Позиция Трампа в отношении Турции неоднозначна, так как у Израиля, его союзника, есть серьезные проблемы с правительством Эрдогана. Не стоит забывать,
что в Турции сейчас наблюдается жесткая инфляция турецкой лиры, чему способствуют действия США. В крупных городах Турции, таких как Анкара и Стамбул, доминируют кемалистские силы, которые на недавних выборах вышли во второй тур с Эрдоганом и уступили ему всего несколько процентов. Снова повторю, никто не знает, что будет завтра. Победная эйфория Азербайджана не вечна, поскольку регион меняется прямо на глазах. У Алиева не получится оккупировать Сюник. Напротив, геополитические весы могут склониться в пользу Армении. Так что задумайтесь, прежде чем мутить воду перед надвигающимся ближневосточным цунами. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важнейшие новости мира и нашего региона.